Дорогие друзья, всем привет! Здоровайся, Макс. Меня зовут Ира, это Максим, мы на канале Гражданочка Мира, и наконец-таки у нас новый влог. Мы уехали из Юго-Восточной Азии, переехали в Центральную Азию, и сейчас мы в городе, который для меня лично, это, знаете, такой город из советской открытки. Вот у меня дома был такой наборчик открыточек СССР, и там были города такие значимые самые. И, собственно, там я впервые увидела город Фрунзе. Сейчас это Бишкек. И в этом городе у нас есть даже родственники, между прочим, потому что сестра моей бабушки приехала в этот город, и все детство я слушала, какой же замечательный есть такой город Фрунзе в Киргизии. Сейчас это Республика Кыргызстан. И, собственно, вот город Фрунзе для меня только в 29 лет открылся. Сейчас у нас конец июля, замечательная погода, жарище, пекло, но не такое, как в Юго-Восточной Азии. То есть под солнцем находиться вполне себе реально. И вообще ощущение, что мы уже дома. И да, здесь, когда гуляешь по центру города, полное погружение в Советский Союз. В плане очень много что сохранилось в таком прям, классном состоянии. И прям вот и действительно как будто в советской открытке. Но мы сейчас погуляем по центру города, вам все покажем. Я думаю, что вы поймете наши чувства относительно этого милого городочка из такого какого-то такого приятного ностальгического прошлого. Есть такой феномен, что вы можете испытывать ностальгические чувства по отношению к тем местам, в которых вы никогда не были. Вот у нас такое же по отношению к Бишкеку. Не знаю, как это происходит, но вот мы даже когда просто заехали в отель, вышли на улицу, сейчас прогулялись, говорю, вот ощущение, то, что мы идем по поселку, вот там в нашем городе, где мы живем. Итак, друзья, немножечко теории. Как мы уже с вами обсудили, Бишкек — это столица Республики Кыргызстан. Всего в республике проживает порядка 6,5 миллионов человек, и сколько? Миллион 150, 1,2 проживает именно в Бишкеке. Это самый крупный город в республике. Здесь очень удобно гулять. В плане все самые значимые достопримечательности города расположены, примерно, так знаете, на 2 улицах. И, в принципе, если поспешить, то вы можете обойти все это за час. Но если размеренно, с наслаждением, то, конечно, понадобится чуть больше свободного времени. Из приятного, если вы на машине, ее здесь есть где припарковать. Это очень редкое явление в столичных городах, что прям около условно Белого дома вы можете поставить машину и пойти гулять. Сегодня суббота, и учитывая, что все парки, опять же, сосредоточены здесь, такие популярные, наверное, парки, аллеи, не все парковочные места заняты, и вы очень легко можете поставить машину. Но это правда классно, может быть, из-за того, что все-таки не такой огромный город, не так много жителей в нем. Это приятно. Ты не паришься на эту тему, это прям круто. Да, как уже я сказала, здесь же расположены всякие парки, аллеи, и вы можете, соответственно, посмотреть площадь, и вот сразу от этой площади у вас там по краям 2 парка. Классно, везде есть скамеечки, все это ухожено, красиво, аккуратно. И хочется отметить, что, по крайней мере, вот мы гуляем по центру, здесь достаточно чисто, следовательно, вас ничто не будет раздражать. Просто мы, как люди, которые только что приехали из Юго-Восточной Азии, мы очень ценим, что здесь чисто, потому что мы уже от этого немножечко даже отвыкли. Республика в феврале 91-го стала независимой от СССР и в 93-м ввела в оборот собственную валюту. Для понимания курса, на момент монтажа 1 американский доллар стоит около 88 сом, или сомов. Уважаемые киргизы, прошу, скорректируйте меня в комментариях, ибо информация в интернете иногда разнится, и я могу произносить что-то неверно, в том числе склонять. Заранее прошу понять и простить. Для граждан РФ действует весьма приятный визовый режим. Въехать в страну можно даже по внутреннему паспорту РФ, а чтобы остаться в стране дольше 30 дней, достаточно просто зарегистрироваться по месту пребывания. Сия политика сделала Бишкек значимой точкой на карте всероссийской релокации в 2022 году. У нас перерыв на попить. Смотрите, Мак здесь, кстати, популярный. Девушка, что Максим? Что это за напиток? Максим — это пшеничный. Пшеничный? Пшеничный квас? Да? Пшеничный квас или именно молочный напиток? Коричневый.
Коричневый. Мы вчера такой пробовали, да? Ну не, мы по-другому делаем. Что, знаете, тут есть Максим. Девушка, давайте квас и вот как раз Максим 02 я обязана попробовать. Хорошо, да. И 0,2. Получается 1680. А вот это тоже кисломолочные Да. напитки? Чела, паралаш, да? Вот мы вчера аралаш пробовали. Ага. Смешанный. Максим и чала. Нет, нормально. Квас. Вкусный? Не могу это объяснить никак. Мне кажется, это Как вчера мы купили. между квасом и кефиром еще и с отрубями. Не знаю, как все это объяснить. Спасибо. Квас как наш, Макс? Квас Дай похож. попробую. Да, квас похож. Свадебный. Прикольно. Да, квас кайфовый. Да, буду, конечно. Это же Максим. Мой любимый напиток теперь. Местных сим-карт в основном тарификация идет понедельно, а не помесячно. Следовательно, вы можете купить сим-карту. Вот, например, мы вчера купили сим-карту за 160 сом. Ну, сейчас это 160 рублей. Наверное, даже 170. У рубля сейчас все плохо. И на неделю вам дают 15 гигабайт интернета, 5 из них это безлимитные социальные сети и 10 еще дополнительно. Ну и какая-то местная связь, я не знаю, сколько там минут, в любом случае, как туристу вам точно хватит. Если вы планируете задержаться здесь на более долгий период, ничего страшного, вы можете оплачивать тариф, который выберете каждую неделю. Так, ну и дабы испытать по максимуму, мы даже пойдем прокатимся для вас на колесе обозрения, покажем, какой же там вид. 150 сом со взрослого человека стоит. Так, готово. Наша кабина. На мой субъективный взгляд, главная фишка Бишкека – это его расположение. Город возведен у подножия гор Тяньшань, и в ясную погоду горы видно даже в городе. Вообще, большая часть страны – это прекрасные горные хребты, и самые высокие точки страны – это аж 3 пика выше 7000 метров. Самый высокий пик Тяньшаня – это пик Победы. Он высотой 7439 метров и находится он на территории Киргизии на границе с Китаем. Исходя из такого удачного расположения, недалеко от Бишкека находится масса невероятной красоты мест. Тут различные национальные парки и заповедники, ущелья и горные реки. А всего за пару часов на машине можно добраться до озера Иссык-Куль, которое точно не оставит вас равнодушными. Мы, конечно же, так и сделали, и следующее видео будет про местные каньоны, водопады и ущелья, поэтому призываю подписаться на канал, чтобы точно ничего не пропустить, а мы гуляем дальше. Кстати, друзья, Бишкек – это единственная столица стран Центральной Азии, где сохранился большой памятник Ленину. Монументу в 2024 году будет уже 40 лет. Основной религией в Бишкеке, как и в остальной Киргизии, является ислам, но в целом республика позиционирует себя как светская, и ни одного косого взгляда за шорты я на себе не испытала. Ну ладно, я, конечно, и не перебарщивала с дресс-кодом, но тем не менее. Меня, может, тоже в кадр возьмет? Конечно, возьму. Здравствуйте. Друзья, я хочу рассказать вам одну историю. Я надеюсь, она вас убережет от тех же ошибок, которые совершили мы. Здесь есть очень красивая мечеть. Ну, в смысле, в Бишкеке. Это такая центральная мечеть, она очень большая, похожа на мечеть сердца Чечни. У меня есть видео-шорт. Посмотрите, там самое-самое первое мое видео. Это как раз вот 3 главные мечети Чечни. Там есть мечеть в Грозном, сердце Чечни. Она просто потрясающая. Здесь есть похожая мечеть. Ее, если я не ошибаюсь, строили турки. И она прям крутая. Вот. Смысл в чем? Здесь надо было посетить всего одну мечеть. И, честно, я об этом как бы узнала. Я увидела ее только вчера, когда мы уже были в Бишкеке, вчера вечером. Покупать где-то платок только ради одной мечети,
Ну, просто даже не было представления, это как бы ехать на рынок совершенно в другую куда-то местность. Вокруг мечети мы не увидели ничего, где можно было бы как бы прикупить что-то, прикрыть голову и плечи. На что я рассчитывала? Я рассчитывала на то, что либо в мечети, как и во многих других мечетях, дают что-то, что ты можешь на себя накинуть. То есть, например, ну это только моя ошибка, товарищи, я ни в коем случае не говорю, что кто-то должен был мне что-то предоставить. Нет, это все на моей ответственности. Ну, например, да, когда мы были в той же Чечне и в Дагестане, в многих мечетях ты когда приходишь, да, если ты девушка, то есть такая, знаете, аж целая переодевалка где-то, где есть платья, платки, то есть ты можешь выбрать себе необходимую одежду, накрыться ей, закрыть все необходимое и, собственно, пройти в мечеть, там погулять, на выходе переодеться, разуться, раздеться, ну, то есть все сделано очень комфортно, и я обожаю это, потому что, ну, правда, это, знаете, с таким пониманием к другим культурам, в том числе и к туристам, которые там не подготовленные, мимо просто проходили, увидели красивое место и решили заглянуть. Ну, то есть клево, что люди пускают в свою культуру. Я просто надеялась на то, что, возможно, здесь тоже будут какие-то плавки и можно будет прошмыгнуть, пофоткать. Думаю, если нельзя будет вовнутрь зайти, ну, то есть не будет никакой одежды, ничего страшного, просто вокруг вот так вот пройдусь, сниму и все. Я даже штаны, товарищи, напялила в 33-градусную жару, а не шорты, просто в надежде, что хотя бы вокруг мечети пройдусь, то есть как бы не откровенно одет, единственное, что плечи открыты. В общем, мы заехали на территорию этой мечети, припарковали машину и отошли, знаете, там вот мечети рядом периодически располагаются такие красивые сады. Там тоже был красивый сад, и я увидела какие-то там розовые кусты, что-то еще. Решила записать сначала для совершенно другого ролика, аж про камбоджийские храмы. Отвернулась от мечети, то есть стояла спиной к этим кустам с розочками. Мы начали снимать превьюшку, что-то там не получалось. Пока стояла в камере, копошилась, подошел какой-то мужчина, спросила, что вы тут снимаете, зачем вы снимаете, а это для ютуба, не для ютуба. В общем, говорим, что вообще другое видео записываем, не про мечеть, просто вот тут тусуемся, как бы. Сейчас снимем, чуть-чуть уйдем. Он говорит, вы не по дресс-коду. Я говорю, я вовнутрь заходить не буду. Спрашиваю, говорю, а там нету возможности одеться во что-то? Он говорит, нет, нету. Говорю, ну что ж, значит, мы сейчас немножечко поснимаем вокруг просто, ну, архитектуру и все. Мне в саму мечеть-то, в общем-то, не обязательно. Он говорит, нет, нельзя, на территории мечети вообще, в принципе, разгуливать в таком виде нельзя. Так что, товарищи, я вам настоятельно рекомендую эту мечеть посетить, конечно же, она, правда, очень красивая, мне очень жаль, что мы ее сами не посмотрим, потому что у нас уже не останется на это никакого времени. Внешне, вот у меня есть только одна фотокарточка, я уже уезжаю, успела щелкнуть, потому что, когда мы только зашли, мы не знали, что надо будет так быстро ретироваться, и даже не успели там ничего снять. Я вам сейчас ее вставлю. Вот, так что, если окажетесь в схожей ситуации, просто подготовьтесь к моменту и обязательно сходите. Я думаю, то, что должно быть очень красиво. Что меня удивило, что в путеводителях по самым знаменитым достопримечательностям, там первые сайты 3 открываешь, и этой мечети там нету. Я чисто случайно где-то на нее наткнулась. Почему-то она не считается одной из главных достопримечательностей города, хотя очень красивое здание, мне прям сильно понравилось, да, действительно такая прям помпезная какая-то. Классная, классная, очень красиво, но, к сожалению, не для нас, не в этот раз. А сколько япоска стоит? Горячая? Да. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, Какого? Горячего? да? Не, Unreal. Да нет, это обожжешься. А! Каков огонь, а? Спасибо. Капец, как горячо. Блин, так вкусно. 25 сом? 25 сом, это, ну, в хорошие времена почти 20 рублей. Сейчас 25 рублей, даже, ладно, 27. Друзья, конечно же, в Бишкеке просто тандырный рай. Тут такая вкусная самса, такие вкусные вот эти вот лепешки всякие. Особенно если вы покупаете что-то прям, ну, лучше покупать в местах, где их только что приготовили.
А самсу, когда вы покупаете прям свежую, во-первых, она здесь большая, там много мяса, реально много мяса. Не как в России, когда вы берете, а там один лук внутри и там фарш грамм 5. А действительно классная, вкусная, большая самса. Сейчас. Мне кажется, мы сидим еще до дома не доедем. Так, друзья, а касаемо самсы, стоит она здесь в среднем 60 сомов. Да? 60. Вот. И это того стоит однозначно. Нужно брать. Но еще, конечно же, нужно здесь поесть шарпу, лагман и, в принципе, погуглите замечательную местную кухню. Здесь очень много всего вкусного, очень много мяса. Ох, ну, это прям рай. Не знаю, мы недельку здесь поживем в этих краях. Мне кажется, я потом еще несколько месяцев после этого буду худеть. Мы еще потом через Казахстан поедем. Там тоже лагманы, знаете, закачаешься. Друзья, если вы еще не поставили лайк, то сейчас тому самое время, а я пока подытожу. Именно нам запало в душу, конечно же, кухня и сами местные жители. Здесь мы впервые остановились на ночь в семейном гостевом доме, где хозяин до поздней ночи угощал нас чаем с лепешками и вареньем, рассказывал истории про свою семью и про саму республику. Несмотря на поздний час, проявил максимум гостеприимства, так что было даже немного жаль так рано уезжать. Делитесь в комментариях своими впечатлениями о Бишкеке, если уже посещали город, и я буду рада получить конструктивную обратную связь об этом видео. А вам спасибо за просмотр, и я надеюсь, мы увидимся с вами в моем видео про Иссык-Куль. Пока-пока! Что это такое?